Алло, алло, у аппарата RX. Всех приветствую. Я продолжаю проходить Assassin's Creed 4 Black Flag на 100%. Остановились мы на том, что зачистили Кингстон на 100%, выполнили вторую охоту на тамплиеров, получили второй ключ и, собственно, всю серию провели в Кингстоне и в его зачистке. Сейчас же я нахожусь на Большом Инагуа, а именно в каюте на корабле. Как всегда, перед началом серии немножко покопошился во флоте Кенуэя. Сейчас приоденемся по-новому. И, наверное, даже не здесь, а пойдем снова в магазинчик, чтобы купить вещи, которых нет в каюте. Кстати, все забываю сказать свои мысли о том, что по факту Black Flag — это первая часть Ассасина, где появились костюмы. Не в прямом смысле. Костюмы были со второй части. В том числе даже костюм Альтаира начал появляться со второй части. Но именно как предмет персонализации, который можно купить внутри игровых магазинах, да, вот в таких вот, где типа снаряжение, все остальное, типа это появилось только в Black Flag. В других частях до этого это скорее были награды за что-либо. Ну или же в трилогии Эцио максимум была броня покупаемая, которая также менялась визуально на персонажа, но по идее он ходил в одном костюме, который можно было также перекрасить. Только тут же прям появились разные костюмы, и они вот так вот продаются в лавках внутриигровых. А дальше это пойдет за основу, в принципе. Ну, дальше все-таки будет Unity. В Unity броня будет одновременно и визуальная кастомизация, и статы. Нет, подождите, нам нужны деньги. Ладно, давайте оставим. На мечи нам хватает. 2300 у нас на шматье. Сука, не хватает. Давайте наденем что-то. О. Мы уже выполнили половину контрактов на убийство, судя по всему, потому что нам дали наряд лазутчика, которого у нас не было. Давайте в него и приоденемся на эту серию. Все-таки не рассчитал я немножко средства. Почему не рассчитал? А, собственно, потому что на Большом и Нагло мы сейчас именно для того, чтобы потратить большое количество реалов кое на что. А именно на улучшение и, по-моему, на последнее. Так что да, возвращаясь к мысли о костюмах. В третьей части костюмы были как награды. Они висели в поместье, которое было у Конора. Их можно было менять, а тут же вот так можно покупать, переодеваться. В Синдикате. Что у нас в Синдикате? По-моему, тоже костюмы прямо из меню меняются и также приобретаются. А в Origins и далее, там уже понятно, там это уже броня. Как статовая, так и Чтобы добавить для полного визуальная. счастья. И продается в каждой лавке также. Так, что же, построим дом для гостей? 40 тысяч реалов на какую-то халабудку. И все? Да, судя по всему, все. Больше нет улучшений. Давайте-ка ставим ключ следующий. И у нас осталось всего 2 ключа для новой брони.
Да, ваше убежище полностью улучшено. Нас за это поздравили, дают какие-то постоянно награды в сетевой игре. Скажу так, я их там не замечал, но, возможно, они там есть. Так, что же мы делаем в этой серии? Где у нас сюжет, собственно? А сюжет у нас на Нассау. Нассау мы полностью зачистили. Я думал вернуться куда-нибудь по типу в Гавану зачистить, мыс Бонависта, и пора нам вообще отправляться как бы на изучение островов всяких. Надо также больше абордажить корабли, но, возможно, ресурсы фармить я все-таки буду вне кадра, так сказать. Потому что, ну, записывать серии, где я просто ищу корабли с весомой наградой, просто с ними сражаюсь, ну, как-то так себе. Понятное дело, легендарные корабли мы расфигачим под запись. Ну вот, всякие ресурсные, наверное, я буду делать вне кадра. Что ж, давайте, наверное, все-таки отправимся на квест. Еще? Флип с ромом. Да где в этом городе взять свежие яйца? Здесь только моча и жуки. Ну, мы это исправим. Милая дама, как вас зовут? Эн, когда трезвы, кокеткой, когда пьяны, дамой никогда. Что ж, милая Энн. Чушь собачья! Слышишь меня? Чушь! Это лишь уловка. Они хотят напасть на Нассау. Вот увидишь. Не уловка, Вейн. Сам слышал от жирного бермудского капитана. Помилование каждому пирату, кто захочет. Здесь ясно одно. Англичане вернутся на Нассау и наверняка с оружием. Нам нужен план. Идем, Кенуэй. Скверное дело. Куда-то следуем. За черной бородой. Идей нет, предлагаю затаиться. Пока что никого не грабим. Ни к чему дергать короля за хвост. По мне, так можно этот хвост и оторвать к чертям, Бен. Ты передумаешь, когда он пришлет сюда своих солдат, чтобы перебить всех нас. Оглянись! Этот нужник стоит смерти? Да, это наша республика. Наша идея. Земля свободных. Забыл? Да, грязновато тут. Но разве за идею не стоит сражаться? Уже не знаю. Смотрю на то, чего мы добились за эти годы, и вижу лишь болезни, праздность и глупость. Стало быть, точь-в-точь, как на улицах Лондона, верно? Тэч прав, друг. Если подумать, нам здесь не так уж плохо. Куда ни глянь, повсюду веселье, ром и солнце. Да, со стороны Нассау хороший город, но в сердце его отвратительная болезнь. Болезнь можно вылечить. Нужно лишь верное лекарство. Да, но труп нельзя оживить. Что за вздор ты несешь? Ушам своим не верю. Может, ты и помилование примешь? Не ссорьтесь вы оба. Если действовать сообща, решим все проблемы. Найдем лекарство, чтобы облегчить страдания, но только тихо. Вот так вот. Все, молчат ребята. Держу пари, ближайший доктор обосновался в Гаване. Туда я точно не ходу. На затонувших 2 года назад испанских кораблях должно быть лекарство. В склянках. Чтобы нырнуть, нужен колокол. Да, но золото у нас есть, так что водолазный колокол мы добудем.
Что ж, такой план я поддержу. Найти лекарство, не заварив кашу. Согласен, Тэч? Да, идет. Увидимся на месте крушения, Кенуэй. И помни, Тэч, пушки должны молчать. Заткнись, Бен. Опа. Надо денег заработать. А именно 5000. Где у нас тут капитан порта есть? Игра нам советует продать сахар и ром. И, по-моему, у нас должно его хватать. Давайте-ка смотреть. Ну, одного только сахара на 6300. И рома на 6200. Давайте продадим. Чтоб нам хватило денег. Теперь надо купить водолазный колокол. Вот он. Теперь нам доступны вот эти вот штуки. Все. Конец сюжета. Выйти в море. Где-то вот тут у нас следующий сюжет. Можно, в принципе, доплыть, пособирать вот эти вот сундуки. Надо же их когда-то собирать. Поразмельничаем. Ну, одного бы мне было достаточно с деревом. Ну ладно. Уработали двоих. Тащи их сюда! Так, давайте красиво. Минус 4. Минус 5. Готово. Ну, шхуны нам теперь точно не проблема. Мне нужны люди. Снизим известность. И заабордажим сразу второй. Ну, шхуны, наверное, самое быстрее захватывать. Мне игра подсказывает, что тут у меня есть карта сокровищ. Можно проверить. Если карта все правильно поняла. Давайте посмотрим. Какие у нас тут координаты? 615, 613. Короче, 600, 800. Надо смотреть. Ну, в принципе, кстати, 606, 835.
Нет. Походу вот это. 4 пальмы и зад корабля. Вон у нас есть корабль. И за ним должно быть 4 пальмы. Похоже на то. Так, правда, тут не 4, а 3. Оп, нашли. Что же, у нас тут особый чертеж? Или денежки? Бэм. Деньги. 4000. Неплохо. «22 зарытых сундука всего в игре. Мы уже нашли 5. Ой-ой-ой. Оцелот. Еще паруса отдать! Так вот, плыли. Послушаем песенки. Ой, как спевают песенки свои певцы. Шевелись, убрать кроты! Поют мое почтение. Хорошечно. Бэм. Бэм. Готово. Оп-оп-оп. Капитан у руля. Плывем дальше. Плывем дальше куда? Блин, сколько тут всякого говна. Есть интересный островок. Нужно захватить вот это и на островок. Давайте так и сделаем. Поймаем ветер! Все паруса, парни! Красота, ляпота. Править парусов! Марсели, кроты убрать! О, еще одна хорошая парковка. Не пришлось плыть. Что у нас здесь? Это копейки. А зато как красиво. Маленький островок посреди
Море, океана, что это? По идее, Карибские ж моря. Поплыли дальше. Набрать скорости! Бомбар! Кто у нас там плавает? Уна. Неинтересно. Дерево интересно, но далеко. Ой, что-то развернуло меня вообще, пока я тут разглядывал. Как же поют. Вот это атмосферка. Эй, новатор! Паруса убрать! Ой, в этот раз далеко припарковался, придется плыть. «11 сундуков». Не знаю, может отдельную серию смонтировать с подбором всех сундуков, фрагментов в зоне не исследовано. Может, кстати, так и стоит сделать. Но кому будет интересна такая серия, я не знаю. А так хоть разбавляем геймплей. Поехали теперь на этот островок. Уже задний ход, Эдвард. Есть такое? Кроки по ветру! В смысле шторм? В смысле шторм? Не надо ваших тайфунов. Он преследует меня, еще и затягивает. Отойди, отойди! Лево руля, парни! Зацепило, но мы держимся! Теперь вправо. Вот уроды. На тайфунах. Бля, еще один затягивает. Куда? Все, нету тут. А смерть. Убавить веселя! Убрать все паруса! Живо! Поехали. Капитан за бортом! Флорида. Или Флорида. Лезем наверх. Синхронизируемся. И что у нас тут? Бутылка под нами.
Где-то вдалеке еще один фрагмент с одним сундучком. Не густо. Что у нас тут? Писулька. Отдых и трапеза. Я очнулся несколько дней спустя в шумном туземном поселке, за много лиг от того места, кое я звал домом. И со мной рядом был тот же самый человек. Он тоже был туземец, с лицом волевым и серьезным, но добрым. Он назвался Баламом и велел мне не пугаться. Как ни странно, я и так не испугался. Он был спокоен и говорил мягко. Я спросил, зачем он привез меня сюда? Он искренне удивился и ответил, но ведь ты мудрец, по твоему лицу это видно сразу, особенно по глазам. Я не знал, что и думать. Он тем временем продолжал. Ты лишь последний из долгой вереницы одинаковых мужчин, мужчин, рожденных не в свое время. Твой облик и твоя душа – образец, повторяющийся из века в век. Порой целое столетие проходит без явления мудреца. Порой за одно десятилетие рождаются двое. Мы не знаем почему. Будь проклят мой бедный разум, но все это я неведомым образом знал, причем, похоже, с рождения. Это меня неописуемо напугало. Разве возможно, чтоб я жил второй жизнью и вместе с тем помнил первую? Много дней я провел с Баламом, и он поведал мне то, что знал сам, а затем стал задавать вопросы в надежде, что я сумею ответить. Все. Интересная писулька закончилась. А это кто? 18 реалов. Опа, золотой сундучок. Интересинг. Пара золотых клинков. Вот так вот. Надо будет в следующей серии проверить, что за золотые клинки. Для начала надо найти последний сундук. Где же он? Далеко его запихнули. Готово? Лодочек тут нет. Для быстрого перемещения на корабль. Судя по всему, нет. Ладно, добежим сами. Что это за трупы такие? Все, поплыли на сюжет. Он должен быть тут близко. Ну, сравнительно близко. Опа, исчез корабль. О, он тоже плывет. Или нет? Ныряние за лекарствами.
Поехали. От ветра! Якорь мне в глотку, Тэч. Отличная галера. 32 пушки. На 40 я сбился. Повезло тебе, друг. Ну, удалось найти тут лекарство. В этом месте ничего, увы. Но вон там пока еще не было никого, кроме крабов да кораллов. Я взгляну. Эдвард! Эдвард, это вы! Боже правый, как мала Вест-Индия! А, Боннет. Не ожидал вас тут увидеть. Месяц назад я встретился с господином Тэтчем, и он взял меня под свою рею, так сказать. Велел мне пообтесаться сперва, чтобы стать пиратом. Что ж, желаю удачи. Черная борода наставит вас на путь истинный. Так. Теперь вы можете использовать водолазный колокол. Та-та-та. Да, можем нырять под воду. Спустить паруса, ловим ветер! Давайте же нырнем первый раз. Лисели поднять! Ловим шквал! Правый борт, Кэп! Там в воде добыча! Уже совсем Глядитесь! близко. Меньше ход! Мощно. Найдите лекарства, нам говорят. Вы мне лучше скажите. Ага, надо 3 сундука. Оплавать. Хорошо. Давайте-ка. Первый сундучок. Второй сундучок. И тут, кстати, жалят, надо быть аккуратней. Фрагмент анимуса я вижу. Стой, куда ты, Эдвард? Запулил себя так сильно. Третий сундучок. Дополнительная задача готова. Тут, судя по всему, можно еще один. Как где в него заплыть? Наверху. Ладно, давайте подышим. То игра начинает панику наводить. У Эдварда вообще в целом хорошая дыхалка. А, нам сюда и надо было, да? Еще 3 сундука. И 2 фрагмента анимуса. Так, ну тут можно на халяву подышать. Если бочки за один раз заканчиваются, то тут можно дышать сколько хочется. Ой-ой, течение.
Подводное течение. Камеру разверни! Игра! Алло! Бог ты мой. Как можно так геймдизайнить уровень? Если в течение тупо... Страшно, вырубай. Ей надо не попадаться акулам. Возможно, для этого стоит сразу плыть к колоколу. Да и воздух кончается. Давайте все-таки выплывем. Потом когда-нибудь вернемся, да зачистить на 100%. Эй, повезло. Я нашел один ящик, разогнав стаю акул. Увы, эликсир внутри испорчен. Галат-и-Мор. Черт. Может, лекарство просто украсть? Помни о помиловании, Пэтч. Нельзя. А все этот Хорниголд стал слишком горд, чтобы звать себя пиратом. А он просто осторожничает. Все дело в том, как себя поставить. Дурачься на потеху. Убедишь лишь дураков, а будешь дьяволом. Тебе покорятся все. И им станешь ты? На публике, да. Весь мир тебя. Напугай свою жертву. Создай жуткий образ из лихорадочного бреда. И все рухнут на колени, моля своего бога о пощаде. Боже! Недурно. Еще бы. Если придумаешь тихий способ достать лекарство, скажи. Иначе я займусь этим сам. Готово? 100% синхронизации имеется. Можно, в принципе, занырнуть и второй раз, Смотрите! чтобы собрать все. Еще один фрагмент анимуса, еще 2 сундучка. Ну давайте занырнем, в принципе, что нам? Все, давай! Поплыли. Интересно, вы со старой стороны или с новой? Вообще с другой стороны. А как так? Где-то тут заныривали? Или тут? Нет, тут. Ладно. Что нам оказывается-то? Поплыли. Только надо аккуратно. Акулы, это все-таки неприятно. Давайте, теряйтесь. Опа. Тут хорошие денежки дают. 1000 это тебе не 100. Тише, тише. Акулы, вы чего? Все, последний сундучок.
И теперь вернуться. О, особый корпус теперь есть. Ай-яй, медуза! Мы веселые медузы. Мы похожи на арбузы. Тихо, тихо. Ребзи акулы, не паникуем, не паникуем. Меня тут нет. Я бочка. Бочки, кстати, восполняют хитпоинты. Все, валим отсюда. Дособирали. Пум-пум-пум-пум-пум. Что у нас тут? Акула-бык. Давайте-ка попробуем также первую цель загарпунить. Это вам не бриться. Все паруса отдать! Койки вниз, по местам. Ой, там шторм. Судя по всему. Это же джипек. По-моему, джипек. Значит, не страшно, да? Дайте мне акулу. Сука. Снова камера руинит. Пустить все, кроме грота! Поохотимся! Поехали. Поохотимся. Вижу, там! Она держится. Надо же хоть одну акулу. Ой, промазал. Яблочко! Попал. Метко вы, Кэп. Попал. Промазал. Пусть попробует железо. Попал. Конец, твари. Готово. Матросы аж по-английски заговорили. Вот чудище! Славная добыча. Славная добыча, говорят. И в чем они не правы? Мне вообще надо акула-бык? Я не знаю. Пум-пум-пум. Пум-пум. Или пум-пум-пум. Пум. Давайте вот так вот сделаем. Все паруса! Пособираем всякого. Наряд охотника на акул доступен в крафте. Можно будет скрафтить. Гребем, гребем. Убрать гроты! Зарифить бронзели! Ить. Готово. Уже как же много всего этого.
И разбросаны же еще по одному мини-островку, один мини, блядь, сундук и фрагмент. Уже бы хотя бы по несколько штук разбрасывали. Поменьше мини-островков. Ну ладно. В принципе, чё уж тут. Некий вайпик пиратского быта. Плывем дальше. Так, доплыли до следующего фрагмента. Эх. Геймплей. Что происходит? Кто-то за кем гоняется. Вообще, вот тут сундучок есть. Вообще еще много где чего есть. Ладно, не, вот это обплывать остров. Чё-то впадло. Еще паруса отдать! Я хочу наведаться на плантацию, поэтому поплыву в эту сторону. О, по дереву. Ареалы это говно. Вот этот парень нам надо. Держитесь! О, ты еще живой. А теперь не живой. Конвой нам не нужен с его 2000. Ну же, подтягивайте, ребята. Иначе я своих. Ну я же говорю, своих буду подбивать. Хотел как в трейлере, но не получилось. Боже, почему у меня язык постоянно заплетается?
Эдвард, надо уходить от чудища. От какого чудища? Дай отпустить. Меньше ход, убавь парусов! Дай отпустить штурвал. Поймаем ветер! Капитан, море поднимается. Пустите все, кроме хода! Ну дай. Ну я хочу этот сундук. О. Спасибо. Видно, я хочу этот сундук. Это какой-то тайный чит-код. Пиздуй отсюда, чё ты тут крутишься? Капитан, Отдать гроты! Там много всякого добра. вон Брамсель. Туда нам надо. Эдвард, надо уходить от чудища. О каких чудищах речь? The other morning I was walking by the river, and so away. When I saw a young girl walking with her topsails all a quiver, and so away. I said, pretty fair maiden, how are you this morning? Что это такое, мины? Да? Не надо нам такого. Сюда нам надо. Рифы на гротах, поднять Брамселя. Я пропустил сообщение. Найдите ключ. А, ну ладно. Я думал, тут какие-то особенные условия. Ребят, такой вход интересный. ¡Arma! ¡Maldita sea! ¡Ayudadme! Quizá no haya huido. Ну не балуйся. Тихонько, тихонько. Так, у кого ключ? ¡Vuelve aquí!
Так, второй колокол испорчен. А я все еще не нашел обладателя ключа. Где ты? Ключен носчик? Как его назвать? Носитель ключа. Там не работает колокол, брат. Так что не балуйся. Где? Алло? Нет ни у кого ключа, представляете? Тут что ли? Нет. Камон. А где? Ой, 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 блядь, что за сцена из «Пиратов Карибского моря»? Так, я не пойму. Где ключ? А ключа нет. Что за бред? Че ты? Ладно. Да залезь ты между деревьями, спасибо. Бежали искать. Что нам остается? Там, походу. Где-то. О, Акулыч. Крокодилыч. В каком месте это Акулыч? Теперь это Уснутыч. Там еще колокол имеется. И не у этого. Да что ж такое? Кто меня увидел? Алерта! Алерта! Боже, вы задолбаете. Intenta despistarnos. Я оказался быстрее. Теперь у кого ключ-то, ёпта?
Я не понимаю. Я уже всех уработал. Ключа все еще не нашел. Где, мать его, ключ? Алло? Прикол какой-то. Да залезь ты, Эдвард. Да, именно ж этого я от тебя хочу, дурачок. Чтоб ты тут под этими лесами полазил. У тебя ключ? Нет. А где ключ? Ключа нигде нет. Ключа.нет. Чё у нас тут за писулька? Покидая дом. Ныне мне горестно вспоминать мои чувства, когда я покидал Бостон и моих дрожащих родителей. Кое так много вложили в меня. Мне должно было тревожиться или хотя бы грустить, думается мне сейчас. Но в том юном возрасте я покидал дом с необычайной радостью. Никогда не чувствовал такой безграничной свободы. Правда, не все тогда было радостно. Как раз в то время мне стали сильно досаждать голоса, словно какие-то люди неустанно шептали мне на ухо. В них не было ничего зловещего, и они не препятствовали мне иметь дело с другими людьми. Но в отличие от видений, кои являлись либо во снах и в мечтах, сие голоса порой приходили в очень неудобное время, мешая моим занятиям. Они могли появиться и днем, и ночью, не вызывая, впрочем, во мне раздражения. Они не звучали в моей голове постоянно, но являлись часто и, что страннее всего, напоминали воспоминания. А порой мне казалось, что среди них я слышу и свой собственный голос. Мог ли я слышать беседы из моей предыдущей жизни, вспоминания о тех, кого я знал, о том, что и делал? В следующем послании я поведаю о тех из них, что смущали меня сильнее всех. Хорошо. Это же специально ж придумали вот такой язык для этого мудреца, чтобы он общался как не знаю кто. Не, у меня вопрос остается ребром. Где, ёпта, обладатель ключа-то? Уже все осмотрел, тут пусто на этом поле. А ключа нет. У того парня тоже нет. У того парня нет. У этого парня нет. Ни у кого нет. У тебя есть ключ? Судя по всему, нет. И у него нет. Выгляни в окно. Что с игрой вообще происходит? Где тип, который мне нужен? Я не закончу эту серию, пока не найду этот чертов ключ. Я уже все тут собрал и обобрал, а ключ не нашел. Так. Ага. Сюда.
Пополним коллекцию. Готово. Где ключ? Ой, уметь. Ну, по логике он должен быть там. Раз туда ведет эта зеленая территория, он там. Его там нет. Вот единственный тип, который есть в этой зоне. Не у него ключ. Не у него ключ. Не у них ключи. Где же этот ключник, ёбаный рот? Найдите обладателя ключа. Его нет. Игра, ты забыла его заспавнить, походу. Круто тебе, наверное. А, классно ты тут стоишь, дебил. И стоит же, ему вообще насрано, что я его тут ищу уже хер знает сколько. Тут же вся плантация выкошена. Фух, готово. Что же, на этом предлагаю закончить. У микрофона был Рейкс. Я вам всячески напоминаю реагировать на это видео. Оставляйте свои лайки, дизлайки, комментарии. Подписывайтесь на канал. Пишите свое мнение. Задавайте какие-либо вопросы по поводу игры. Делитесь своими воспоминаниями об этой игре. Критикуйте мой словарный запас и мои речевые обороты, и мой вечно заговаривающийся язык. У меня же на этом все. Я не прощаюсь. Говорю до встречи, до связи. Бывайте, ребята.